последнее время все как заведенные стали снимать на вот такие цифровички, расчистили все папины полочки и выгребли все предложения на Авито. Цены на такие фотоаппараты стремительно взлетели, и если раньше их за 500 рублей никто не покупал, то теперь придется потратить несколько тысяч. Что, впрочем, тоже не сильно дорого. А в чем причина такой популярности, спросите вы? Ведь снимают эти фотики, так себе. Смартфоны же уже давно снимают лучше. И это действительно так. По крайней мере, уже не хуже. А это примерно те же причины, которые были с пленочной истерией несколько лет назад. Люди хотят чего-то веселого, чего-то необычного. То, что отличает их фотографии от серой, унылой картинки, которую выдают смартфоны. Нет, на смартфонах картинка может быть и цветастой, и даже веселой, но она просто тупо надоела. Характер мы ее прекрасно представляем. Это своеобразное цифровое изображение с затертыми шумами, со сглаженной картинкой, с шикарным динамическим диапазоном. А многим хочется вот какого-то вайба, какой-то необычной картинки. И если эту необычность люди зачастую находили в пленке, и там она действительно была, но пленка с каждым днем становится все дороже, дороже и дороже. И хотя лично для меня снимать на пленку, я тоже, кстати, это делаю иногда, снимать на пленку проблемой не является в плане цены, потому что обычно снимать больше 2, 3, 5 пленок в год просто не получается. А 2, 3, 5 пленок в год по деньгам может потянуть даже студент. Лично для меня с пленкой проблемой скорее является то, что там очень много лишней возни. Надо купить пленку, надо хранить ее в морозилке, надо заботиться о том, чтобы она не испортилась, надо зарядить пленку. Поскольку пленка дорогая, снимать можно только какие-то очень ценные кадры. Снимать цветочки, дома и так далее просто расточительно. Вот люди и вспомнили, что у них, оказывается, где-то на полочках лежат вот такие старые фотоаппараты. Достали их, начали снимать. И многие удивились. Потому что характер картинки, которую дают эти фотоаппараты, совсем не такой, как то, что сейчас выдают смартфоны и современные фотоаппараты. Он гораздо ближе к той самой пленочной эпохе. Производители в те времена изо всех сил старались создавать цветовые профили, которые максимально будут похожи на пленку. Естественно, у них не всегда это получалось. И у этих цифровичков есть, конечно, свой цифровой вайб старых цифровых фотоаппаратов, но он, тем не менее, не похож на нынешний и не похож на смартфоны. Он дает свой какой-то особый характер картинки, и именно этим эти фотоаппараты интересны. То, что вы без особого напряга пошли гулять, взяли с собой вот этого малыша, к примеру, или вот этого, и нащелкали, не знаю, несколько десятков кадров, из которых потом отобрали десяток хороших. И если вы все еще задаетесь вопросом, а зачем мне это надо, ведь у меня есть классный смартфон, который всегда со мной, или у меня есть какая-то там камера, которая намного лучше, чем то, что здесь представлено, то смело закрывайте видео, вам это действительно, скорее всего, не нужно. И это нормально. Меня, например, вполне устраивает, как звучит мой смартфон в наушниках. Мне ничего больше не надо от звукового устройства. Хотя есть люди, которые увлекаются прослушиванием музыки, покупают себе дорогущие аудиосистемы, винилы, собирают. В общем, это их увлечение, и там реально много нюансов и целый мир.
Но рядовому обывателю, типа меня в плане музыки, этого не понять. Ну, просто у меня нет такого увлечения. Поэтому я вполне довольствуюсь тем, как звучит мой смартфон в наушниках, какую музыку он выдает. Мне этого, честно говоря, просто выше крыши. То же самое и с фотоаппаратами. Если вы не увлекаетесь фотосъемкой, вам это не особо интересно, и вам вполне достаточно качества смартфона, да и супер, снимайте на смартфон. Либо наоборот, у вас какая-то очень крутая камера, и вам непонятно, что же может дать вот эти малыши. Да и отлично, снимайте на свою классную камеру. У меня тоже есть полнокадровая беззеркалка, и я на нее достаточно много снимаю. Но вот эти ребята, это что-то другое, это какие-то другие нюансы, другие возможности, другие ограничения, другой вайб, другая приколюха. И мне это нравится. У меня тоже появилось уже почти десяток таких камер, и у каждой свои нюансы, и каждый по-своему интересно снимать. Благо все это стоит относительно копеечно, поэтому почему бы не попробовать? Итак, попытаюсь рассказать, какие виды бывают и на что ориентироваться при выборе подобных фотоаппаратов. Это такой краткий гид по тому, куда смотреть и на что обращать внимание. Существуют 3 основные ветки развития вот таких цифрокомпактов. Они у меня здесь представлены не совсем равномерно, в силу моих предпочтений. Так вот, первая ветка – это продвинутые цифрокомпакты с достаточно большой матрицей, хотя у современных смартфонов матрица даже побольше, чем у этих цифрокомпактов, с достаточно большими, мощными и светосильными линзами. Они довольно такие большие по размеру, приличных размеров, прилично весят, обладают зачастую поворотным экраном, собственным видоискателем дополнительным, через который можно смотреть на сцену, а также кучей настроек для того, чтобы вы могли управлять сценой. Это для опытных фотографов. Я сам, естественно, предпочитаю в основном именно такие компакты. Вторая ветка – это вот такие малыши, которые весят порядка 100 грамм, там 120, 130, 150. Легко помещаются в кармане, обладают меньшей по размеру матрицей, у них нет видоискателя практически никогда, ну только в самых ранних моделях бывает попадаются. У них обычно нет таких больших настроек, все довольно просто. Вот, например, вообще с сенсорным экраном, тут мало чем можно управлять. На этой Sony, например, тоже только автоматические режимы, по которым можно немножко поднастроить. Ну, основное достоинство, как вы понимаете, это их компактность. Если снимать в хороший солнечный день, или даже не обязательно солнечный, то, в принципе, качество фотографий вполне сравнимо с тем, какое дают качество и вот эти большие собратья их. Так что такие фотоаппараты вполне тоже могут быть, и даже опытных фотолюбителей. Зависит от ситуации, куда вы идете, какой фотоаппарат легче взять с собой и какой примерный эффект от фотосъемки вы хотите получить. Ну и третья ветка цифрокомпактов, которые по факту не совсем компакты, это вот такие суперзумы. Они бывают с довольно-таки приличных размеров оптикой, здоровенной, но минус их в том, что у них очень маленькая матрица для того, чтобы вот эти вот суперзумы обеспечивать. Проблема зачастую в том, что качество картинки они дают, ну так себе, на мой взгляд, более посредственное, чем вот такие. Есть особенно старые суперзумы, они, правда, не такие уж суперзумы, там увеличение не такое уж великое. Начало эпохи цифровых фотоаппаратов, начало 2000-х, встречаются реально очень необычные конструкции с очень хорошими объективами, с большой светосилой, которые дают очень приличную, интересную картинку.
Но минус таких камер как раз в том, что по размеру они уже как настоящая зеркалка. И хоть снимать такими необычными конструкциями очень по фану, я так думаю, сам не снимал еще, но таскать ее с собой достаточно затруднительно. Но зато вы можете снять что-то очень-очень далекое. Вкратце пробежимся по всем категориям. Мне, как вы уже, наверное, поняли, по количеству представленных фотоаппаратов наиболее близка категория продвинутых фотоаппаратов. Особенно мне зашли фотоаппараты начала цифровой эпохи, где-то начала 2000-х. Потому что они реально прикольные и реально необычные. Ну вот, например, милота. И максимально мне напоминают пленочную технику, в особенности пленочные дальномерки. Они тоже чаще всего сделаны из металла. Вот этот, например, сделан из магниевого сплава. Довольно увесистый. Здесь есть какие-то крутилочки, как на пленочных камерах. Есть здесь инфопогон, тоже как на пленочных камерах. Здесь мы можем установить внешнюю вспышку, если это нам зачем-то нужно. Здесь есть прикольный поворотный экран, в который на самом деле мало что видно, кроме каких-то общих контуров и дополнительной информации. Поэтому я чаще всего такой экранчик держу закрытым и смотрю видоискатель. И пользуюсь такой камерой, по сути дела, как пленочной. Цифровым экранчиком я пользуюсь только если мне требуются какие-то дополнительные необычные ракурсы. Снизу, например, или сбоку, или еще каким-то образом. Что, в видоискатель просто неудобно смотреть в этой ситуации. А поскольку здесь вот такие здоровенные карты памяти, не очень большого объема, здесь в данном случае на 512 мегабайт, куда помещается всего-навсего чуть больше сотни фотографий. Это если говорить о JPEG. А в RAW там и всего, как примерно на пленку, в районе 30-40 фотографий помещается. Соответственно, выходя из дома, мы получаем такой полный аналог пленочной камеры. Мы реально смотрим через видоискатель. Мы не знаем, что получится на выходе, поскольку не смотрим на экранчик. И даже если на него посмотреть, там реально сложно что-то понять, получилось у тебя чего-нибудь или нет. И вся интрига раскроется только тогда, когда ты скинешь фотографии на компьютер. ISO на этих камерах тоже желательно не задирать. Они, в принципе, практически все не могут задирать их выше, чем 400 ISO, но снимать по факту комфортно можно только на 100. Что как бы очень тоже роднит это с пленочным миром, поскольку там сильно тоже ISO не позадираешь. Обычно выше 400 пленки там никто не снимает. Ну и что особенно интересно, здесь реально интересные цветовые профили. Фотографии получаются очень необычными, исходя из нынешних реалий. Цвета, которые обеспечивают CCD-матрицы, очень интересные. Я не знаю, заслуга ли это именно CCD-матрицы или это просто настройка именно цветовых профилей, поскольку в те времена еще, видимо, была культура пленки, в основном она процветала. И, соответственно, все конструкторы пытались настроить свои фотоаппараты подобным образом, чтобы это было похоже на пленку. Соответственно, советы для таких вот ценителей ретро типа меня, которые не боятся медленной работы, не боятся больших, точнее маленьких ISO и плохих экранчиков, и которые хотят такой ощутить вайб полупленочной эры. Вот рекомендую фотоаппараты начального этапа производства фотоаппаратов цифровых. Вот, к примеру, у меня Panasonic LC40 2002 года выпуска. У него нет поворотного экрана, зато есть видоискатель. У него очень интересная линза. Она тоже кэноновская, по-моему. И у нее светосила от 2,0 до 2,4, что очень даже неплохо. Правда, ISO выше 100 здесь лучше не задирать. Но, тем не менее, кадры, которые получаются с этого фотоаппарата, очень интересные и очень реально напоминают пленку.
как по характеру необычности цветов, и даже шум здесь, который выдает камера, очень похож на пленочное зерно. Минус этих ранних камер в том, основной для меня минус, что здесь нет практически, не практически, а на ни одном фотоаппарате нет оптической стабилизации. Соответственно, это автоматически переводит все эти фотоаппараты в ранг дневных фотоаппаратов. Снимать ими можно, по сути дела, только днем. В маломальски темных условиях они уже очень плохо вывозят. Либо надо пользоваться штативом, либо как-то фиксировать фотоаппарат. Тогда получаются вполне интересные снимки. Или снимать со вспышкой, что тоже, в принципе, является вайбом пленочной эры. Особенно была своя культура в 90-х, культура мыльниц, когда все вечеринки, все какие-то маломальские события снимали на пленочные мыльницы с использованием вспышек. И это придавало фотографиям свой своеобразный колорит. Здесь, в принципе, на эти фотоаппараты можно добиться чего-то очень похожего. Со временем эти фотоаппараты развивались, становились меньше в размерах. Из существенных добавлений появился оптический стабилизатор. Естественно, здесь стали более мощные процессоры. Здесь стало больше не по размеру, но по мегапикселям и быстродействию матрица. Как видите, отказались от видоискателя, зато появился мощный большой экран, в который можно даже что-то разглядеть и даже провести какую-то редакцию. Естественно, например, этот Samsung стал существенно меньше по размеру, легче, но в плане хвата и удобства, так сказать, и вайба этого, он, конечно, проигрывает вышеназванным камерам. Поэтому я его использую по обстоятельствам, в основном для ночной съемки. Потому что, например, здесь светосила объектива просто фантастическая. 1.4 на широком угле, а на узком 2.7, что тоже весьма немного. Плюс есть таб, и он вполне вывозит кадры, сделанные допустим, на 1/4 секунды с рук. А на таких фотиках это, конечно, даже невообразимо. Матрица здесь, правда, тоже мелкая, и она тоже ничего не вывозит. ISO выше 400 здесь автоматика никогда не задирает, хотя теоретически можно включить до 3200. Но комфортно снимать без особых шумов тоже можно только на ISO 100 или 200. Это камера, которую я когда-то еще давно покупал, в 2012 году. И на тот момент, честно говоря, она меня сильно разочаровала своими цветами. У меня просто была до этого в использовании мыльница Canon, наподобие этой, только маленькая. И я привык к ее достаточно естественному цифровому цветовому профилю. И фотографии с нее мне очень нравились. Но, к сожалению, так случилось, что этот фотоаппарат утонул в океане, и пришлось мне искать замену. Мы сначала с женой экстренно купили эту мыльницу Casio. Цвета с нее мне совершенно не понравились. Потом я долго искал, выбрал этот продвинутый компакт Samsung. И он меня, признаться, тоже разочаровал. Но дело в том, что я в то время не был опытным фотографом. Я щелкал наподобие, как сейчас все щелкают на смартфоны. Что увидел, то и снял, не особо разбираясь, как оно там работает. Просто в автоматическом режиме палил налево и направо. Иногда, естественно, выходило что-то годное, но в основном не особо. И когда пришла эра смартфонов, где-то в году в 2014-2015 у меня появился смартфон, который снимал, как мне казалось, очень хорошо. Я эти фотоаппараты просто забросил на полочку. Периодически иногда кое-что подснимал на этот фотоаппарат, но достаточно редко. И только увлекшись фотографией по-настоящему несколько лет назад, поснимав на пленку, на кадровую беззеркалку и на другие кропы, скажем так, APC формата,
Я тут недавно пересматривал фотографии, сделанные этим фотоаппаратом из разных поездок, да и этим тоже. Смотрю, батюшки, да здесь же производители попытались воссоздать пленочный вайп. Цвета такие необычные, смещенные в какой-то красноватый спектр. Здесь в какой-то другой спектр, но очень такой действительно пленочный вид. Это я понял после того, как сам поснимал на пленку. И тогда для этих ребят возникло время ренессанса. И я подумал, что да, мне самому будет опять снова интересно на них поснимать. Потому что вайб, который они дают, действительно очень интересный. Я раньше этого просто не понимал, но теперь понимаю. И буду снимать, буду пользоваться. Итак, основной совет по таким фотоаппаратам продвинутым. Смотрите, более старые фотоаппараты имеют более интересный дизайн, на мой взгляд, более ретро-дизайн, более интересные фишки типа инфопогонов, но у них нет стабилизации зачастую, у них меньше мегапикселей, и они практически снимают видео, но очень плохо. Но зато они офигенно лежат в руке, очень удобно. Они сделаны из магниевого сплава металлические и имеют такую увесистую структуру. И очень похожи в этом смысле на пленочные фотоаппараты. Так что тем, кто ностальгирует в том числе по пленке, вот это что-то промежуточное между серой бездушной цифрой и старой ламповой пленочкой. Вот что-то такое тоже имеет свой ретро-вайб. Тем, кому на ретро-вайб плевать и хочется просто получить какие-то интересные веселые кадры без особых заморочек, советую рассмотреть тогда более поздние модели. Ориентировочно там 9, 10, 11, 12 годов выпуска. Вот эта модель у меня, например, 2012 года. Из таких интересных, культовых, можно сказать, моделей, подобных фотоаппаратов, могу посоветовать посмотреть такие модели, как Canon G-серия, это у меня ранний фотоаппарат, Canon G6, но есть более поздние уже со стабилизацией, начиная с Canon G PowerShot G7, G7, G8, G9, G10, G11, G12. Это максимально продвинутые в этом смысле. Они цвета дают примерно такие же, как вот на этот Samsung. Я вам приводил примеры. И будет что-то очень похожее. Ну и тоже сохраняется у него такой вайб полупленочного фотоаппарата. Потому что он такой интересный и сделан в таком, как дальномерке корпусе, похожем. Также из моделей, которые могу порекомендовать, это вот такие Samsung EX1 и EXF2. Они достаточно редко встречаются. EX1 еще можно найти более-менее на просторах Авито, а EX2 практически не продается. Я его вообще-то хотел продавать, но потом передумал. Также продается Nikon Coolpix P7000, 7100, 7700, 7300. Короче, вот на эту серию обратите внимание, это тоже примерно то же самое. Ну и у других производителей есть подобные модели. Сейчас не вспомню, у Olympus есть ZX1, если не ошибаюсь. Я приведу надпись сейчас. В общем, вы примерно понимаете, на что обращать внимание. Это желательно крайне поворотный экран, объектив с хорошей большой светосилой, не с большим зумом, а именно рассчитанный на приличную светосилу. И много органов управления. Плюс чаще всего это бывает металлический корпус, либо металлический корпус, обернутый в пластик. Ну и размер у таких камер все-таки относительно приличный. Объектив вот так торчит, хотя это все еще влезает в карман. В карман куртки так вообще без проблем, в карман штанов чуть-чуть со скрипом, но тоже влезают. Еще вспомнил, что довольно-таки неплохая и довольно-таки культовая модель была у Panasonic LX, LX1, LX2, LX3, LX5, LX7. И у Fuji EX10 и EX20, если не ошибаюсь. А что касается какой-то конкретной модели, вот вы находите какую-то конкретную модель, просто забейте в поиске
допустим, Olympus Comedia C5060, Sample Photos. И вот вам вылезет сайт какой-нибудь, где будут представлены примеры. И вы сможете понять по цветовым профилям, нравятся вам эти цвета, нравятся вам эти фоточки или не очень. И так вот, они несколько отличаются, все производители, друг от друга. Например, Kodak, у них свои цвета. Например, Olympus свои цвета. Nikon и Canon, у них тоже какие-то свои цвета. Поэтому рекомендую посмотреть именно по производителям и определиться, какое вам направление больше нравится в цветопередаче. Вторая категория – это у нас маленькие компакты, которые не занимают места в кармане или занимают его очень мало. Здесь совет, наверное, даже больше противоположный. Искать не как можно больше более позднюю модель, но хотя бы какую-то модель, хотя бы середины производства цифровых фотоаппаратов, где-то годов 6, 7, 8. Совсем ранние модели, например, там 2, 3, 4 годов, скорее всего, реально не доставят. Там очень слабенькие процессоры, они из-за этого очень медленные, у них небольшой динамический диапазон, у них нет стабилизации, соответственно, снимать в какое-то более-менее полутемное время очень сложно. Поэтому совет искать камеры где-то начиная там с 2005, 2006, 2007 годов, 10, 11. Сильно поздние тоже не советую. Там они уже какие-то ушли в сильно большое количество мегапикселей, и картинка там стала какой-то все-таки уже не такой ламповой, какой-то бездушной, цифровой. Я бегал с подобным компактом, купил в 2005 году Canon Ixus 30 с 30 мегапикселями, с 3 мегапикселями. И снимал на нее долгие 7 или 8 лет. И был абсолютно счастлив. Снимала она меня на 100%, как она снимала, меня на 100% устраивала. Хотя она была достаточно быстрой, но там все-таки не было стаба. И это была основная проблема. Потому что при маломальских затемненных условиях она уже не вывозила. Появлялся смаз, была очень длинная выдержка, из-за этого появлялся смаз. Поэтому основной совет – обязательно обращайте внимание, есть ли здесь стабилизация. Практически на всех подобных компактах она уже есть, более-менее поздних годов. Но тем не менее. Подобного рода камеры в основном вот такой конструкции. Они небольшие, тоненькие, не занимают места, у них выдвижной объектив, который выезжает достаточно на приличное расстояние. Здесь минимум органов управления, в основном все заточено на кнопку спуск. Идеология такая же, как у нынешних смартфонов. По тому, как выбрать по картинке фотоаппарат, я примерно рассказал. Просто смотрите какую-то модель какого-то производителя, смотрите примеры и понимаете, нравится вам этот цветовой профиль или нет. Если нравится, то смело можно брать. Еще раз говорю, основной момент по стабилизации, чтобы была картинка стабилизирована, что позволяет вам снимать в достаточно затемненных условиях на выдержках что-то типа 1.8, 1.5 и получать вполне резкие снимки, за исключением того момента, что люди в этот момент могут двигаться. Но, тем не менее, сама статика будет у вас не размыта, все будет нормально. В остальном на вкус и цвет выбираете то, что вам понравится, по цене и так далее. Отдельно могу выделить компакты Canon, особенно Canon Ixus. Они имеют очень большую цену сейчас на рынке, все их сметают, покупают, потому что там прикольные цветовые профили, они дают достаточно естественную, интересную цветопередачу, тоже обладают и стабилизацией, и приличного размера мегапикселями, и они достаточно удобны и понятны в настройке. Также отдельно выделю вот такие компакты Sony, не только компакты Sony, они были у них и такой классической конструкции, но встречались еще и вот с такой. Вот так отодвигаем крышку, аппарат одновременно включается,
И вот здесь у него есть линза, которая оснащена внутренним зумом. То есть зумирование там осуществляется внутри, непосредственно внутри аппарата. То есть ничего не выдает за его габариты. Что достаточно прикольно. Потому что вот для какой-то такой быстрой стрит-фотографии, так назовем, это очень удобно. Мы берем, еще в кармане можно вот так открыть крышку, аппарат одновременно включается. И к моменту, когда ты его достал, он уже готов к работе. Остается только взять и сделать снимок. У меня аппарат, если не ошибаюсь, 2006 года, Sony T30. Он уже оснащен экраном достаточно большого размера. Здесь нет каких-то особых режимов для управления, только автоматические. Их немножко можно поднастроить под себя, но особо ничего вы там менять не можете. Здесь достаточно темная линза, зумируется, как я сказал, внутренним образом, от 3,5 и далее по светосиле. На длинном конце еще меньше. Не помню сколько. — 6,3 на дальнем конце, что достаточно темно. Но, тем не менее, фотик очень прикольный, мне он очень понравился тем, что он всегда с тобой может быть в кармане. Ты в любой момент можешь достать его. Он обладает вот этими прикольными SSD матрицы, которые дают яркие и красивые цвета. Здесь у конкретного экземпляра не очень широкий угол, порядка 37 мм. Ну, в принципе, для большинства ситуаций его хватает. На более поздних моделях там они уже расширили этот диапазон, там есть и на 28 мм, и даже, по-моему, на 24. Так что фотики, на мой взгляд, очень прикольные. Из серии навелся, снял. Ну, особенно если вы любите, как я, например, потом повозиться немножко с фотографиями и их немножко пообрабатывать, то очень можно выжимать интересные снимки. Не хуже, чем с вашего смартфона. Оптическая стабилизация здесь тоже вывозит очень прилично, и в темное время можно снимать с рук на выдержках меньше 1/10, 1/8, 1/6, и он вполне позволяет, при, так сказать, умелом подходе делать какие-то годные снимки. В общем, резюмирую, совет такой: смотреть на более поздние года, начиная с 2006-2007 годов и где-то по 2012. Обязательно смотреть на наличие стабилизатора, и дальше по цветам, которые выдают подобные фотоаппараты, смотрите по конкретной модели, ищите в поиске примеры изображений. Естественно, эти фотоаппараты не без ограничений, у них довольно слабый динамический диапазон, достаточно маленькая матрица. Но, тем не менее, вот просто в качестве такого вайба, развлекухи, что-то вот для тех, кто любит снимать какие-то интересные кадры, которые ему попадаются на пути, это очень интересная вещь. Она всегда может быть в твоем кармане, либо куртки, либо штанов, либо в какой-то сумке, и в любой момент можно достать, так же, как и смартфон. Но смартфон есть смартфон, им снимать неинтересно, неудобно, и самый главный минус смартфона в том, что, скорее всего, вы никогда эти фотографии снова не посмотрите. Вы их наснимаете 50 штук, а потом забудете об их существовании. Здесь вам придется волей-неволей перекинуть их на компьютер, отобрать неудачные и оставить только самые лучшие, которые я, например, раскладываю по папочкам и загружаю в Google Фото. И потом мне периодически возникает интерес их пересмотреть. И интересно всегда, а как снимал этот фотоаппарат, а как снимал этот фотоаппарат. И вот дополнительно я таким образом возвращаюсь к этим фотографиям. Ну и финальная серия — это вот такие суперзумы. Честно говоря, по большому счету не посоветую их брать никому. Кроме, собственно, большого зума, в них нет никаких достоинств. Крохотная матрица, которая дает достаточно посредственное качество изображения, очень плохой динамический диапазон, плохая стабилизация зачастую. Для того, чтобы таскать с собой такой фотоаппарат, нужна отдельная сумка или носить ее на ремне,
что сводит на нет все преимущества подобных решений. Проще уж носить с собой зеркалку какую-нибудь интересную. Как раз примерно те же габариты и тот же вес. Встречаются иногда интересные решения, опять же, начало цифровой эры. Есть и легендарные модели, например, Olympus Comedia C10, C20, Sony 707, 808. Очень интересные решения, очень необычные. Там объективы, которые реально светосильные и реально вывозят. Ну, главный минус их в том, что они все-таки тоже громоздкие. Если вас это не останавливает, то вот именно в подобного плана фотоаппаратам рекомендую присмотреться именно к начальным моделям начала 2000-х. Там они наиболее такие, так сказать, не устоявшие еще и встречаются очень такие экзотические конструкции. И в плане ретро и какого-то особого цифрового, раннего цифрового вайба это вот наиболее интересные модели, на мой взгляд. Вот такая модель Fuji, на мой взгляд, из себя ничего существенного не представляет. Просто какой-то невнятный фотик, который может сильно увеличить. На излете цифровых компактов в 2011, 2012, 2013 годах появились вот такие решения, которые стали умещать большой зум вот в таком маленьком корпусе. Вот здесь, например, 14-кратный зум. И я рекомендую рассмотреть скорее даже вот больше вот такие модели, потому что это реально интересно. Можно ехать куда-нибудь в поездку и поснимать какие-то далекие детали. И при этом эта вещь помещается просто в кармане штанов. В отличие вот от такой. Плюс как наиболее современное решение, здесь уже и Full HD снимается, и цветопередача такая уже более профессиональная, что ли. И стаб, который на дальнем конце вывозит картинку просто практически в полной темноте, что я, например, с удивлением испытал, снимая на такой фотоаппарат. Потому что я пытался, например, снимать на беззеркалку на длиннофокусных объективах. Там это практически нереально делать. Нужно выставлять выдержку там 1/500, 1/1000 секунду, чтобы у тебя картинка была без смаза. Здесь он спокойно шпарит на 1/5 секунды и получается неразмытая картинка. Это прямо удивительно. Ну, в целом, наверное, все. Вот такой достаточно сумбурный рассказ получился. Но, тем не менее, об общих моментах выбора подобных фотоаппаратов я рассказал. Увлекающимся фотографией все-таки рекомендую рассмотреть 1, 2, 3, 5 из них и попробовать поснимать. Это реально весело и интересно. Ну, а тем, кому это не интересно, зачем вы это смотрели, непонятно, снимайте дальше на смартфон или на свой классный полнокадровый фотоаппарат. Часть из этих фотиков вы можете приобрести в моем профиле на Авито. Часть я не продаю. Но думаю, постепенно моя, скажем так, коллекция будет пополняться. И какие-то фотоаппараты я буду выставлять в том числе и на продажу. Можете заходить в мои объявления. Я буду снимать на подобные фотики обзоры в дальнейшем. В частности, по каждому наиболее мне понравившиеся модели будут обозрены. И это в дальнейшем вам поможет тоже сделать свой какой-то выбор. Всем хороших кадров и пока!